Больше месяца продолжаются военные действия в Украине. Социологические опросы фиксируют якобы высокий уровень поддержки действий Кремля. Но верить им нельзя. В условиях, когда за мнение, отличное от официального, грозит огромный штраф или вообще тюремный срок, люди попросту не станут его выражать. Мы даже со сторонниками заказывали социологические исследования сами, и согласно нему 95% респондентов отказывались озвучивать свою позицию, услышав, о чем опрос. Но есть люди, которые действительно искренне верят в справедливость и оправданность ввода российских войск в Украину. Чаще всего это люди, получающие информацию в основном или исключительно из телевизора, где для зрителей создана отдельная картина мира, никак не связанная с реальностью. Основываясь на этой картине, некоторые наши сограждане поддерживают происходящее или по меньшей мере относятся к событиям в Украине нейтрально-одобрительно. Возможно, вы таких людей знаете. Это могут быть ваши старшие родственники, родители, бабушки или дедушки. Этот ролик в первую очередь для них. Мы постараемся без эмоций и спокойно, основываясь на фактах, поговорить о том, что и почему происходит сейчас в Украине, и объясним, почему нельзя верить тому, что говорят об этих событиях с экранов телевизора. Напомню, с чего все началось. Потому что за прошедшие почти 1,5 месяца случилось столько всего, что конец февраля кажется уже каким-то очень далеким временем. 24 февраля 2022 года президент Путин объявил о начале так называемой специальной военной операции в Украине. Рано утром был произведен массированный ракетный удар, а затем наземные силы выдвинулись на Киев, Харьков, Херсон и другие крупные украинские города. Обратите внимание на обстоятельства начала этой спецоперации. Без объявления войны, после того, как власти на самом высоком уровне неоднократно и публично заявляли, что не планируют отправлять войска на территорию Украины, а их концентрацию возле границы объясняли учениями. Разве это похоже на поведение сильной и уверенной в своей правоте стороны? Кстати, а почему власти заставляют называть происходящее именно спецоперацией, а не войной? А тем, кто не будет придерживаться официальной линии, угрожают новой уголовной статьей и тюремными сроками. Почему нельзя называть вещи своими именами? Почему нельзя назвать войну войной? Да потому что у наших граждан со словом «война» связаны очень глубокие и сильные чувства. Лишь бы не было войны. Так говорили нам наши бабушки и дедушки, пережившие ужас Великой Отечественной, и готовые мириться с любыми невзгодами и лишениями ради мирного неба над головой. В стране, где война оставила глубокие шрамы в жизни буквально каждой семьи, власти не могут использовать это слово для описания происходящего в Украине. Ведь на самом деле это война. Российские танки пересекли границу и вошли в другую страну. Российские солдаты находятся там уже больше месяца. Российская артиллерия обстреливает украинские города, а авиация скидывает на них бомбы. Важно это проговорить. Нет никакой спецоперации. Идет самая настоящая война. Война, в которой Россия выступила агрессором. Основаниями для начала войны российское руководство назвало необходимость денацификации и демилитаризации Украины, которая, по их мнению, по мнению Путина в значительной степени, угрожала безопасности России. Давайте с этим разберемся и начнем с денацификации. В российских СМИ и особенно по телевизору Украину называют не иначе как нацистским государством. Для нас, выросших на памяти о жертвах и героях Великой Отечественной войны, воспитанных в духе абсолютной нетерпимости к нацизму, это самое худшее обвинение, которое только можно сделать. Оно оправдывает любые действия. Невозможно мириться с тем, что где-то снова подняли голову сторонники нацистской идеологии, учитывая, какую цену заплатила наша страна за победу над Гитлером. Но давайте попробуем убрать в сторону эмоции, в которые нас так тянут, и беспристрастно посмотрим на Украину. Мы увидим, что ни в какой денацификации она не нуждается. Еще в 2015 году в Украине был принят закон об осуждении нацистского режима. Пропаганда свастики и другой символики Третьего Рейха запрещены, а за антисемитизм вообще наступает уголовная статья. В правительстве Украины нет ни одного нациста. А на парламентских выборах 2019 года ультраправые партии не смогли преодолеть 5% барьер. Не очень-то это похоже на неонацистское государство, где из 450 депутатов нет ни одного сторонника идей Гитлера. Во всей Верховной Раде заседает лишь один националист, да и тот националист, а не нацист. До войны в Украине легально собирали голоса пророссийские политические силы. У пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь»
было второе место в Верховной Раде. Вы можете представить себе большую проукраинскую партию со второй фракцией в парламенте России? А для довоенной Украины это было нормой. Только уже в условиях военного времени деятельность пророссийских партий в Украине была приостановлена. Да и то далеко не в первый день войны. Президент Украины Владимир Зеленский имеет еврейские корни, чего никогда не скрывал, сам объявлял. 3 родных брата его деда были убиты нацистами во время Холокоста, а сам 4-й дед президента воевал на фронте, получил 2 ордена Красной Звезды и закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии лейтенанта. По телевидению в России постоянно делают акцент на том, что нашим войскам в Украине противостоят некие отряды националистов, самый крупный из которых – полк Азов. Говорят об этом и официальные представители российской власти. В начале войны их задачей было создать иллюзию, как будто большинство жителей Украины поддерживает действия Путина, но они находятся в заложниках у нацистов, которые заставляют их оказывать сопротивление. Сейчас методика этой пропаганды уже переписывается. Теперь говорят, что огромная часть украинского населения отравлена идеями нацизма, что чуть ли не большинство украинских граждан сами являются нацистами. К ужасу, к сожалению, и общему нашему молчаливому изумлению, значительная часть Украины, украинского народа, безусловно, не все, и я надеюсь, что даже не большинство, но значительная часть оказались охвачены этим безумием нацизма. Сейчас помощь Украине оказывает Израиль, государство, в котором очень трепетно относится к памяти о Холокосте и где не приемлют нацизм ни в каком виде. Специалисты из Израиля открыли на западе Украины полевой госпиталь. Невозможно представить, чтобы они помогали неонацистам. Крупнейшие мировые исследователи Второй мировой войны и Холокоста из Израиля и других стран, включая мемориальный музей Аушвиц-Биркенау, выступили с протестом против обвинений Украины в нацизме. Но вернемся к изначальному тезису, будто бы украинцев нужно было освобождать от взявшего их в заложники Азова. Это неправда. Во-первых, весь полк Азов – это от 1 до нескольких тысяч человек. Это гораздо меньше, чем личная армия Рамзана Кадырова, например. Российская группировка на момент начала войны вместе с войсками ДНР и ЛНР насчитывала около 200 тысяч солдат и офицеров. Разве смогла бы горстка людей справиться и так долго держаться с превосходящими силами противника, настолько превосходящими? Российские войска в действительности сражаются со всеми вооруженными силами Украины, которых еще и поддерживает там все общество, а совсем не только с отдельными подразделениями типа Азова. Ни одна украинская военная часть не перешла на сторону России. Число сдавшихся в плен украинцев незначительно даже по официальным данным Российского Министерства обороны. При этом украинская армия сопротивляется отчаянно, везде идут упорные бои, а российским войскам не удалось взять ни одного областного центра, кроме Херсона. Во-вторых, даже в тех городах, которые оказались под контролем России, и где уже точно нет никакого полка Азов, жители постоянно выходят на митинги с украинскими флагами и скандируют «Оккупанты, убирайтесь!», да и еще много чего скандируют. Российские военные стреляют в воздух и используют слезоточивый газ для разгона демонстраций, но это не помогает. Демонстранты собираются снова и снова. Украинцы нигде не встречают россиян с цветами. Никто не воспринимает бойцов российской армии как освободителей. Нет никаких неонацистов, взявших в заложники украинцев. Есть народ Украины, который выбрал себе власть демократическим путем, а сейчас объединился против захватчика. В роли этих захватчиков, к сожалению, выступают солдаты российской армии, которые пришли на чужую землю и принесли с собой смерть и разрушение. Пару слов скажу о русском языке. В нашей прессе часто обвиняют украинскую власть в притеснении прав русскоязычных. Да, у русского языка нет статуса второго государственного в Украине, но это не мешает украинцам спокойно на нем разговаривать. Президент Зеленский до момента, когда он решил пойти в политику, почти не говорил по-украински. Русский – его родной язык. А Харьков, Херсон и Одесса – все это преимущественно русскоязычные города. В разрушенном Мариуполе, который уже месяц находится в блокаде, официальный сайт города велся в том числе и на русском языке, а избранный мэр города говорил исключительно по-русски. И 90% жителей Мариуполя до войны тоже говорили по-русски. Будут ли они продолжать делать это после всего, что с ними случилось? Не факт. Никто так сильно не вредил русскому языку в Украине, как Россия сейчас, как это сделал Владимир Путин своим решением начать войну.
Почему же, несмотря на все это, по телевизору продолжают рассказывать о несуществующих неонацистах в Украине? Потому что для России тема борьбы с нацизмом священна. Все наше самосознание стоит на двух столпах – 22 июня и 9 мая. Объявляя украинцев нацистами, пропагандисты хотят вызвать ненависть к ним. Не стоит поддаваться на эту манипуляцию. Давайте посмотрим вот просто на сегодняшний пример работы пропаганды. Пытаясь убедить зрителей в том, что Украина снимает фейки про смерти мирных жителей, там показали вот такой сюжет. Так идет подготовка к театру, в прямом смысле этого слова, военных действий на Украине. Как видно, вполне себе незамысловато. Двое людей в военной форме тщательно обматывают манекен скотчем и, очевидно, собираются его выдать за труп. Впрочем, это неудивительно. Десятки фейков с подобными манекенами регулярно появляются в украинских телеграм-каналах. Выглядит убедительно. И ведь хочется поверить. Так бы хотелось, чтобы это были на самом деле не настоящие смерти там, а манекены. Но, к сожалению, это не Украина. Это съемки сериала в России. Один из участников съемок немедленно опознал съемочную площадку во Всеволожске, где каскадеры готовят манекен к съемкам. И так на нашем телевидении все. Еще насчет манипуляций. В России любят приводить цитаты всевозможных украинских политических маргиналов, у которых нет никакой власти и никакого общественного капитала. Эти деятели иногда проводят какие-то уличные акции, но на реальных выборах получают микроскопическое количество голосов. Теперь просто задумайтесь, а что если бы каждая реплика покойного Жириновского преподносилась за рубежом как официальная позиция Москвы? Хотя Жириновский как раз не был маргиналом. Это кавалер почти всех российских орденов, член Государственного совета и лидер парламентской партии. Что если бы кто-то набрал фотографии с русских маршей в Москве, с их откровенно нацистскими транспарантами, и затем рассказывал бы, что по российской столице постоянно маршируют нацисты. Кстати, Дмитрий Рогозин одно время очень активно организовывал и сам ходил на эти марши. У каждой страны есть свои внутренние проблемы и проблемные политические персонажи. Это не дает чужой армии права вторгаться и через разрушение и гибель огромного числа людей пытаться наводить свои порядки. Как ни странно, российская пропаганда твердила об этом почти 20 лет подряд. Просто на примере не Украины, а Ирака или Ливии. Теперь о демилитаризации. Что под этим понимает Путин, сказать сложно. Он утверждает, что Украина угрожает безопасности России, поэтому должна быть разоружена. Но вообще-то Украина — это независимое государство. Да, у нее есть свои вооруженные силы. Но точно так же вооруженные силы есть абсолютно у всех соседей России, включая, например, Китай, чья армия насчитывает более 2 миллионов человек, и у которого есть ядерное оружие. Но Путин не рвется демилитаризовывать Китай, который, если смотреть под этим углом, представляет намного более серьезную угрозу для нашей страны, чем Украина. Важным аргументом официальной позиции в этой части является разговор о стремлении НАТО использовать Украину для наступления на Россию. Мол, ядерное оружие американцев может быть размещено под Харьковом, что сократит подлетное время до Москвы. Или вообще до территории России. Однако стоит внимательно взглянуть на карту. В НАТО уже очень много лет входят Латвия, Литва и Эстония. Подлетное время оттуда до Москвы, в случае чего, составит минуты. Сейчас, после нападения России на Украину, о своем желании вступить в НАТО заявляет даже вечно нейтральная Финляндия. О подлетном времени от финской границы до Санкт-Петербурга, вообще и говорить-то незачем. Но даже сейчас, когда уже больше месяца идут боевые действия, НАТО всеми силами старается избежать участия в них. Несмотря на многократные просьбы Киева предоставить самолеты и истребители или закрыть небо, то есть нарушить превосходство российской авиации в воздухе, НАТО не спешит это делать, потому что боится вступить в прямое столкновение с Россией. Оно не хочет этого. Если оно так отчаянно не хочет делать это сейчас, когда российская армия далеко не в лучшем своем состоянии, когда чуть ли не все активные войска уже ведут боевые действия в Украине, и, казалось бы, устроить нападение из Финляндии или из Латвии, и ему некому будет отражать. Если оно даже сейчас не хочет даже на территории Украины участвовать даже в боевых действиях в воздухе, то какую же угрозу НАТО вообще представляет России? Оно, очевидно, не хочет с Россией воевать, даже в ситуации, когда у России очень большие проблемы. Да, и Украину, как оказалось, никто в НАТО не ждет.
Это признает и сам президент Зеленский, который говорит, что в ближайшие 10 лет вступление его страны в Североатлантический альянс маловероятно по причинам того, что ее не хотят туда принимать. Мы договорились смотреть на факты, а факты говорят, что именно Россия вторглась в Украину, а не наоборот. Так кто для кого представляет реальную угрозу? И еще один факт, чтобы окончательно обсудить тему возможного нападения НАТО на Россию. У России есть ядерная триада, межконтинентальные баллистические ракеты, есть стратегическая авиация и подводные лодки-ракетоносцы, которые в любой момент времени, в том числе прямо сейчас, осуществляют боевое дежурство в Мировом океане. Напасть на Россию и не получить ответ в виде сокрушительного ядерного удара невозможно априори. Даже если успеть физически уничтожить политическое и военное руководство России, то российская автоматическая система «Периметр» даст команду на ответный удар. Весь этот ядерный зонтик для того именно и создан, чтобы мы спокойно занимались под ним своими делами, улучшали свою жизнь, жизнь своих граждан и никого не боялись. Пусть хоть весь мир вступит в НАТО, он никогда не нападет на ядерную сверхдержаву, способную уничтожить планету целиком. А российская власть навязывает нам ненужные и несуществующие угрозы. Зачем? Еще одной причиной нападения на Украину называют создание в украинских лабораториях биологического оружия, способного убивать людей какой-то определенной национальности и которое якобы можно отправить в Россию с помощью перелетных птиц. В подтверждение этой версии были продемонстрированы некие материалы о деятельности биолабораторий. Я не знаю, мы можем это всерьез обсудить, но мне кажется, что большинство жителей России это люди с высшим образованием, и вообще люди как-то разбирающиеся в происходящем в мире. Может быть, они смотрят иногда телевизор и могут поверить в какие-то истории, но не в такие же. Поэтому, мне кажется, это будет каким-то даже оскорблением моих зрителей всерьез обсуждать эту версию. Поэтому давайте, может, не будем. Часто объясняя необходимость демилитаризации Украины, сторонники власти упоминают необходимость защитить Донбасс. С 2014 года там велись боевые действия. От обстрелов страдали мирные жители, в том числе дети. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, за 8 лет в зоне этого конфликта погибли более 3000 гражданских лиц, включая около сотни детей. Безусловно, это огромная трагедия. Но можно ли оправдывать одной трагедией другую? Посмотрите на кадры обстрелов Харькова, на уничтоженный Мариуполь и стертую с лица земли Волноваху, на тела убитых мирных жителей в Буче, под Киевом, которых расстреляли возле их домов безо всякой причины. Разве могут страдания жителей Донбасса служить причиной для всего этого? Все по тем же данным ОБСЕ, большинство мирных жителей на Донбассе погибло в 2014-2015 годах, в самой горячей фазе конфликта. Затем в год от обстрелов и подрывов на минах погибали по 100 человек. В 2019-2020 году около 30, а в прошлом 2021 18 человек. Это все равно очень много. Это как, примерно за день погибает в России в ДТП. Это много. Но язык не поворачивается назвать это геноцидом жителей Донбасса. Сейчас, за время этой войны, в боях с украинской армией убито намного больше донбассцев. Но самое главное, конфликт в Донбассе не мог бы длиться так долго, если бы в нем не участвовала Россия. Она поддерживала сепаратистов, отправляла туда своих военнослужащих под видом добровольцев и отпускников, поставляла военную технику. Это не жители Донбасса взбунтовались против киевской хунты, как преподносят ситуацию наши СМИ. Это Россия организовала и спонсировала вяло текущий военный конфликт на востоке Украины, чтобы помешать ей полноценно развиваться. Заметьте, до самого февраля 2022 года Россия не проводила массовых эвакуаций жителей Донецка и Луганска на свою территорию. Где же Россия была все эти 8 лет? При желании наша страна уже давно могла бы перевести жителей к себе или дать им гражданство, обеспечить жильем и работой всех жителей Донбасса, которые изъявили бы такое желание. Денег на это ушло бы гораздо меньше, чем на большую войну с ее огромными экономическими издержками, не говоря уже о жизнях людей. Но эвакуации не было. Жители ДНР и ЛНР выезжали своим ходом, бросая собственные дома, и не обязательно выезжали именно в Россию. Например, очень многие жители Донецка переехали в тот же Мариуполь, потому что жить в небогатой Украине несравнимо лучше, чем жить в непризнанном государственном образовании, где власть у того, у кого есть автомат.
Благодаря именно российской армии эти люди уже второй раз за 8 лет теряют свой дом. За эти 8 лет Россия не сподобилась даже повторить опыт Крыма. Наша страна не попробовала присоединить Донецк и Луганск к себе, не сделала из них витрину русского мира. Даже это можно было бы не то чтобы оправдать, но хотя бы как-то понять. Это была бы хоть какая-то стратегия, да? То есть Путин мог бы либо предложить этим людям, если они там действительно находятся под гнетом, выехать в Россию и тут им помочь. Либо, если хотел бы более агрессивных действий, мог бы предложить им присоединиться к России всей этой территории, если он считает, что их там как-то угнетают. Можно было сделать или то, или другое за 8 лет. Но вместо этого Путин все это время держал их в состоянии непризнанных государств, с каким-то совершенно неадекватным руководством, которые очень похожи на бандитов, и бандитами и являются. А потом вообще начал большую войну, и всех окружающих жителей Донбасса стал бомбить. И, устроил войну уже на их территории. Что в этом хорошего? Какая в этом помощь русскоязычным жителям? Владимир Путин 8 лет держал миллионы людей в 2 псевдореспубликах, единственный смысл существования которых – воевать против Киева. Граждане этих псевдореспублик могли бы совершенно спокойно жить в составе Украины. Можно было там просто ничего не трогать. И все бы там мирно и счастливо жили бы в Украине. Когда Путин начал там свои эти действия, то, да, возможно, кто-то из жителей этих республик надеялся присоединиться к более богатой России. Этого, как мы обсудили, не произошло. Путин заставил их погибать за никому не нужные ДНР и ЛНР, сейчас мобилизовав в армию. И заставляет сейчас это все делать, это так называемые народные милиции просто массово гребут всех мужчин, а потом отправляют на фронт без военной подготовки против профессиональной армии. Между тем, те города Донбасса, которые оказались в 2014 году под контролем украинских сил, так эти города прекрасно существовали все 8 лет. Там не зверствовали никакие нацисты, никого не убивали. Мариуполь находится в той же Донецкой области, только в той части, которая была под контролем на Украине. До войны это был один из самых быстро развивающихся городов Украины. Там буквально все говорили по-русски. Сейчас его превратили в дымящиеся руины. Если бы не Россия, то Донецк и Луганск, так же как и Мариуполь, Волноваха, Изюм и Харьков, были бы сегодня безопасными и мирными городами, а не зоной боевых действий. Если бы не Россия, то на Донбассе никто бы не погибал все эти годы. Российские военные уже успели заявить, что им стало известно о готовящемся наступлении Украины на Донбасс. И якобы только превентивное наступление российских войск позволило эти планы сорвать. Такое объяснение вызывает лишь недоумение. Получается, 8 лет Киев ждал, пока Россия соберет огромную ударную группировку войск у границ Украины, чтобы после этого напасть на Донбасс? Причем нас просят поверить в эту историю те же люди, которые до этого несколько месяцев уверяли, что у них нет никаких планов нападать на Украину, и они просто проводят там учения. Но опять же, выдвигать такие версии — это просто неуважение к людям с высшим образованием, которые живут в России. Война идет больше месяца. Мы стали свидетелями чудовищных преступлений. Обстрелы жилых кварталов, блокады и уничтожение Мариуполя, массовые убийства мирных жителей в Буче. Но власти и пресса продолжают уверять нас, что российская армия стреляет исключительно высокоточным оружием по военным объектам, а все разрушения и жертвы – это провокация украинцев. Такая вот одна сплошная провокация длиной в 40 дней. В Россию вместе с войной пришла военная цензура. Были закрыты последние независимые от власти СМИ – Радио Эхо Москвы, телеканал Дождь, Новая газета. Возможно, вы их не смотрели и не читали. Но эти СМИ представляли площадку и возможность высказаться всем странам, давали возможность услышать альтернативную точку зрения. Сейчас такой возможности нет. Остался только интернет, но и там почти все неугодные ресурсы были заблокированы. Что же осталось? Правительственные каналы. Первый канал, Россия, НТВ. Все они принадлежат государству и управляются им. На них освещается лишь одна официальная точка зрения. Все остальные под запретом. По сути, это не средство массовой информации, получается, это средство пропаганды. Высказывать свою точку зрения запретили и обычным людям. 4 марта Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за распространение фейков, но на самом деле за любую позицию, которая отличается от официальной. Нарушителям грозит до 15 лет тюрьмы. Полиция разгоняет любые акции протеста. Тех, кто выступает против войны, отвозят в отделения, где иногда избивают и унижают. Часто это доходит до абсурда. В автозаке отправляют людей с пустыми листами бумаги или с букетами цветов.
плакат «Фашизм не пройдет» и тот был объявлен дискредитирующим вооруженные силы России. С начала войны в общей сложности было задержано больше 15 тысяч человек, вышедших на мирные акции протеста, просто желая высказать свою позицию. В чем проблема здесь? Даже если вы вдруг смотрите это видео и являетесь сторонником власти. Но если затыкать альтернативную точку зрения и не давать возможности людям спорить, то тогда, возможно, ошибочная позиция не подвергается никакой критической оценке. Да? Мы не можем сравнить. Вдруг эта страна ошибается, мы никогда это не узнаем. Этим плоха цензура, в принципе. Этим плохо принятие решения без какой-либо позиции против. Это знают даже руководители очень небольших команд. Ну, если вы руководили даже отделом из 3 человек, вы знаете, что перед тем, как принять решение, лучше послушать все позиции, аргументированно послушать возражения и потом что-то решить. А у нас сейчас все государство не имеет никакой возможности услышать альтернативную позицию. Все решения принимаются и позиции людьми формируются исключительно исходя из одной позиции, а все остальные запрещены. Это не может привести к хорошему решению даже в очень маленькой структуре. А здесь целая страна, целая армия, сотни тысяч человек с оружием идут стрелять в соседнюю страну, в Харьков, в Мариуполь. И нет возможности услышать альтернативное мнение. В завершении хочу показать видео из Красноярска, где полицейский стирает надпись на снегу «Нет войне». Это кажется каким-то дурным сном. В стране, пережившей самую страшную войну в истории, похоронившей десятки миллионов своих сограждан, представитель закона стирает надпись «Нет войне». Как вообще надпись «Нет войне» может быть незаконной? Значит, пропаганда, видимо, хочет нам сказать «да» войне. А нужна ли нам эта война? Не нужно ли нам заняться своей страной? Не нужно ли было заняться улучшением жизни наших граждан, которые в значительной степени живут в нищете? Я понимаю, что очень сложно, практически невозможно признать, что все это случилось на самом деле. Что Россия напала на Украину, и напала без причины, и теперь бомбит города мирные и убивает их жителей. Что весь мир объединился против агрессора и поддерживает Украину, агрессор мы. Что российские солдаты, которых мы привыкли считать защитниками, занимаются мародерством и грабежами. Что они расстреливают людей, обычных украинцев. А их самих убивают и калечат, причем зазря. Многие тысячи молодых парней никогда не вернутся домой, десятки тысяч останутся калеками, и никто не может ответить, ради чего. Это ужасная катастрофа. Не хочется верить, что она происходит. Но поверить нужно. Наша страна не просто на краю пропасти, она уже в эту пропасть прыгнула. Случилось самое страшное, что могло случиться. И чем раньше мы это осознаем, тем быстрее начнем из этой пропасти выбираться, спасать то, что еще можно спасти. У этой войны нет никакой цели. Даже если Россия завоюет Украину вплоть до западной границы, даже если она займет Киев и прогонит Зеленского, ничего не закончится. Невозможно заставить любить себя силой. Невозможно удержать под контролем такую большую территорию, где живут люди, которые тебя ненавидят. Как бы ни развивались события дальше, Россия эту войну уже проиграла. Поэтому войну нужно остановить и как можно быстрее. До завтра. thank you